Everybody has the desire to find answers. У всех есть желание находить ответы. This is normal. Это нормально. I find in my life people expect me to give answers. Я обнаруживаю в собственной жизни, когда люди ожидают, что я буду давать ответы. Teachers are asked questions because people want answers. Government representatives have to give answers. Учителям задают ответы, потому что задают вопросы, потому что хотят услышать от них ответы. Люди надеются услышать ответы от правительства. But answers are not the most important part. Однако ответы это не самая важная часть. The question is more important in many cases than the answer. Во многих случаях вопрос гораздо более важен, чем ответ. Finding out the right question. И найти правильный вопрос. Just like somebody may say, I don't feel love. Например, кто-то может сказать, я не чувствую любовь. What's wrong? Что не так? What can I do? Что мне делать? Or I'm not successful. Или я неуспешный человек. Now, we like to get answers to these questions, and we like these answers to solve our problems so that we feel better. Мы хотим найти ответы на эти вопросы и хотим решить свои проблемы, чтобы чувствовать себя лучше. But in these particular kinds of questions or answers that we're seeking, it's more important to ask the right question. Но вот в этой категории как раз вопросов или тех ответов, которые мы ищем в этих сферах, гораздо важнее как раз задавать правильные вопросы. Let's talk about our lives in this context. Давайте в этом контексте поговорим о наших жизнях. We want something, Мы хотим чего-то, нечто. but mostly we are not aware of what we actually want to get. Но большей частью мы на самом деле не осознаем как следует, чего именно мы хотим получить. We know we want something. Мы знаем, что мы хотим нечто. Sometimes we call that something the attainment of heaven, or sometimes we call it the attainment of peace. Иногда мы называем это нечто достижением рая, иногда называем достижением мира и покоя. Maybe success, maybe happiness. Может быть успех, может быть счастье. But is this the right kind of question? Но действительно ли это правильный рода вопрос? To find out what it is that is most relevant to me, I need to ask, what is it that I really want? Чтобы найти ответ на вопрос, что действительно актуально для меня, мне нужно задавать себе вопрос, а что же в действительности я хочу? What is the most important thing for me? Что же действительно самое важное для меня? Now I know this is a little difficult to grasp. Я понимаю, что это немного трудно уловить. Because we are accustomed to thinking that happiness, peace, prosperity, success, well, after all, this is what we should find. This is what we should look for. Потому что мы каким-то образом уверены, что счастье, успех, процветание – это вот как раз то, к чему нам надо стремиться, что нам надо искать. The attainment of heaven, transferal to some spiritual realm. Достижение рая, перенестись куда-то в духовное царство. Let's go through each of these things one by one, just for a short time. Давайте хотя бы в течение короткого времени рассмотрим все эти моменты один за другим. The attainment of peace. Например, достижение мира. Many people find that to be a very significant question. How do I attain peace? Для многих людей это действительно важный, актуальный вопрос. Как же мне достичь мира? Well, why do you ask that question? Умиротворение. Почему вы задаете этот вопрос? Because you're not peaceful. Потому что, очевидно, вы не умиротворены. But is that the right question?
Но действительно ли это правильный вопрос? No, actually, it's not. Нет, на самом деле нет. What makes me feel not peaceful? И что же именно делает меня неспокойным, неумиротворенным? What circumstances, what situations make me feel not peaceful? Какие именно обстоятельства, какие ситуации выводят меня из состояния умиротворения? What is it that causes stress? Что же именно вызывает у меня стресс и напряжение? The real factor is stress. Потому что здесь на самом деле главный фактор это как раз стресс. Something happens to me that makes me feel stressful, that makes me feel not myself. Со мной происходит нечто, что вызывает у меня стресс, напряжение и выводит меня как бы из себя, заставляет меня быть чем-то другим, чем я в нормальном состоянии. The real question is, what causes this stress? И действительно важный вопрос в том, что же вызывает этот стресс. And then even better question is, what is it that I do that causes me to participate in the creation of stress? Еще более важный вопрос, что же такого я делаю, что становится причиной того, что я участвую в создании этого стресса, этого напряжения для себя. An even better question is, how do I become something that's not me? И еще более лучший вопрос, каким же образом я становлюсь чем-то, что не является на самом деле мной? Or why do I agree to become something that's not me? Или почему и каким образом я соглашаюсь на то, чтобы становиться кем-то или чем-то иным, чем кто я есть? Or even better, why do I think I should even do that? Или еще лучший вопрос, а почему я думаю, что мне стоит это делать или что я должен это делать? When the initial event is there, the initial decision is there, way back whenever, for me to accept something that's not me, why do I do it? И именно тогда, когда происходило это вот изначальное событие, и когда впервые принял это решение перестать быть собой, стать кем-то другим, почему я решил это сделать? Or what is it about myself that I don't like? Или что же такого есть во мне, что мне очень не нравится? You understand what's going on. I'm taking this concept, which we think is so very important, and it is. I'm not trying to minimize it. And we're going backwards to find out what's the actual question I should be asking. Вы, наверное, уже понимаете, что происходит. Я беру вот эту тему, которая для всех нас актуальна, наверняка многих нас интересует, и пытаюсь раскрутить ее обратно и выяснить, какие же на самом деле стоит задавать вопросы, чтобы выяснить причину. In other words, to take the goal that I'm looking for and find out how I am participating in its ruination. Другими словами, я беру какую-то цель, к которой я стремлюсь, которая меня интересует, и пытаюсь выяснить, каким образом я сам мешаю ее достижению или каким образом я участвую в ее недостижении. Now, the reason I'm bringing this up is because it's an art to find out what it is that we really want. Причина, почему я поднял эту тему, потому что на самом деле это не что иное, как искусство выяснять и находить, что же это такое именно, чего мы на самом деле хотим. Mainly, we don't know. Большей частью мы этого не знаем. We have some idea. У нас есть какие-то идеи, представления. We think that if we're happy, if we have money, and so on, this will be success. This will be exactly what we want. Мы думаем, ну, если мы просто будем счастливы, у нас будет достаточно денег, это будет успех, это то, что нам нужно, что мы хотим. I decided some time ago, I'm going to make a list. Я, например, решил какое-то время назад, что я составлю список. Some time ago I had this idea that if I only had a lot of money, then I would be happy. Какое-то время назад ко мне пришла эта идея, что вот если бы у меня было достаточно много денег, я, наверное, бы был счастлив. So I made a list
what I would do if I had a lot of money. И я составил такой список, что бы я сделал, если бы у меня было много денег. What I would get if I had a lot of money. Что бы я получил, если бы у меня было много денег. And at the top of this list was fly business class. И первым пунктом в этом списке было летать бизнес-классом. Because when you do this intercontinental flying with all this connection and this and that jazz, I mean, the jammed with your knees and you're just, it's miserable. Потому что когда вы совершаете эти межконтинентальные перелеты, еще с пересадками, и при этом сидите так, что у вас по 10 часов колени просто стиснуты, и не можете ноги свободно вытянуть, это очень большой стресс. And then I was like, what's number 2? Затем я подумал, интересно, что же будет вторым пунктом? Well, then it started getting very interesting. И вот тогда уже начало все очень интересно. I already have all the clothes I want. У меня уже есть вся одежда, которую я хочу. Where we live, all the food that I could possibly want is locally available. It's heaven. Там, в том месте, где я живу, любая еда, любые продукты, которые я вообще мог бы только себе представить, захотеть, все там доступно, растет прямо там. And on those rare occasions that I need to take a little vacation, which I don't know, hardly ever happens anyway, I go to the beach, which is an hour and a half away. И в редких ситуациях, когда мне хочется сделать себе отпуск там или отдохнуть, хотя, конечно, такое редко случается, но редко удается, но у меня прямо недалеко пляж, в 1,5 часа езды. Please turn all phones off. Пожалуйста, большая просьба, у кого есть мобильный телефон, проверьте, пожалуйста. So then I couldn't find a second thing to put on my list. Вот я так и не мог найти, что же написать вторым пунктом в своем списке. I mean, it was okay. Все вроде бы было нормально. But there was still this fly business class. Но остался вот этот пункт, летать бизнес-классом. Then I find out that my cousin is a Delta employee and I can fly business class dirt cheap. И затем я обнаружил, что один из моих кузенов, он вообще сотрудник авиакомпании Delta, и с его помощью я могу просто совершенно дешево, за бесценок летать бизнес-классом. So I have no more list. У меня практически исчез этот список. At that point, I stopped caring about having tons of money. И в тот момент я вообще перестал беспокоиться о том, чтобы у меня было много денег. It was an amazing experience. И это был для меня поразительный опыт. I mentioned this on Friday, that a very important function in life is to know what you really want. Я уже упомянул об этом в пятницу, что очень важный момент в жизни – это действительно знать и понимать, чего вы на самом деле хотите. And just as important is to know how to ask for it. И настолько же важно, не менее важно, знать, как об этом просить. Now, let's assume, this is just an assumption, Давайте предположим, пусть это будет просто предположение, that we are not alone in this world. что мы не одиноки в этом мире. That we are, all of us who live here on this planet, are not the only consciousness that is of significance in this world. Что все мы, люди, которые живем на этой планете, это не единственное сознание, которое важно в мире. That just above there is another, actually multiple layers of consciousness. Что прямо, так сказать, над нами, на самом деле, еще множество уровней, слоев сознания. Now usually I wouldn't start talking about these things. Дело в том, что обычно я вообще не говорю о подобных вещах. Usually I would ensure that everybody I was speaking to had the right kind of preparation before I got into these things. Обычно я стараюсь тщательно проводить подготовку, подготавливать слушателей к тому, чтобы вообще что-то такое упомянуть. But somehow I can't feel like that anymore.
Но каким-то образом больше у меня нет такого ощущения беспокойства. Because I've been dealing with the question all day, what do I really want when I stand in front of all of you? Потому что целый день я сегодня только и думаю о том, чего же я на самом деле хочу, когда стою вот так вот перед вами. What do I want? Чего я хочу. Yesterday I spoke about, well, what you want. Вчера, если кто был, если помните, я говорил о том, что же вы хотите на самом деле. And how I was adjusting my consciousness to what you want. Я также немного рассказал о том, как я перестраиваю сознание, настраиваю его на то, что вы хотите. But all day, well, actually starting last night, and all day today, I've been grappling with what do I want when I stand here and speak. Это началось еще вчера вечером. Ну, и весь сегодняшний день я отчаянно раздумывал, а чего же такого именно я хочу, когда стою перед вами. Now, if you walk away from here and you say, oh, he said that very nicely, or he did that very nicely, I have failed. И я понял, что если вы будете выходить отсюда с такой лекции и будете думать, о, как он здорово это сказал, или как у него все хорошо получилось, я понял, что в таком случае это мой провал. It's such an unusual thing that it's not my goal that you should either like me or appreciate me or praise me. It would be a failure. Это настолько необычное, что если бы я вам просто понравился, или вам понравилось то, что я делаю, для меня это было бы провал, неудача. Now I know I really want everybody to evolve, to expand, to grow, and to get all of your spiritual desires fulfilled. Потому что я знаю, что это не то, что я хочу. Что на самом деле я хочу, чтобы вы все эволюционировали, развивались, процветали, чтобы ваши желания все исполнялись. But what do I really want when I stand here? Но чего же я все-таки на самом деле хочу, когда стою здесь перед вами? Well, what I really want is for you to connect. На самом деле, чего я хочу, чтобы вам удалось обрести эту связь, контакт. I have been feeling very strongly that time is not on our side anymore. И в последнее время я все более остро ощущаю, что время больше не на нашей стороне. That time is short. Что времени очень мало. Very short. Очень мало. And it's required to make rapid leaps from where we are in our normal consciousness to a place where we can be protected as much as possible. И сейчас, как никогда, очень важно совершать быстрые скачки с того состояния, с того места, к которому мы привыкли, нашего нормального состояния, к такому состоянию, где мы обретем высшую защиту, насколько возможно. In other words, it doesn't matter, it doesn't depend on money, it doesn't depend on facility, it doesn't depend on anything except being in the right place at the right time. И другими словами, это не зависит ни от того, сколько у вас денег, ни от того, сколько у вас возможностей, условий. Все зависит от того, чтобы быть в правильном месте, в правильный момент. That means that if you happen, for example, if some accident happens somewhere and you're just moving away like this and it happens and it doesn't harm you, that's a miraculous arrangement. К примеру, если бывает такое, что происходит какая-то авария, или несчастный случай, и он буквально у вас где-то за спиной, вы как бы его прошли мимо, обошли, это по сути чудо. A miraculous arrangement is more than just some concept. There's an actual physical functioning to that arrangement. А на самом деле, так называемые вот эти чудеса, чудесные случайности, это совсем не случайности, и за ними стоят некие механизмы того, как это происходит, как это устраивается. Okay, I'm just going to say it straight out.
Хорошо, я вам скажу все прямо. This is how it works. Вот так вот это работает. Okay? Хорошо? You may think I'm bonkers or whatever. I don't care. Может, вы подумаете, что я свихнулся или еще что-то, но мне это не важно. This is how it works. Вот так вот это работает. When you have connection, Когда у вас есть связь, контакт, the flow of energy that you have in your normal life, which you could characterize like this, is not the entirety of it. тогда вот поток, обычный поток энергии, который можно примерно так представить, в таком образе, как вы идете по жизни, это становится далеко не все, что происходит с вами вокруг вас. Your energy is flowing up and down. Ваша энергия, она движется потоками как вверх, так и вниз. And at one point it's connecting with, intersecting with the energy of higher beings. И где-то там, вот, в каком-то месте она соединяется или даже пересекается с энергиями высших существ. Okay, higher beings, people get upset with that word, I understand. Beings who are not of our physical nature. Ну, я при этом, конечно, понимаю, что это понятие высшие существа у некоторых людей очень смущает, ну, правильно сказать, существа, обладающие некой высшей природой. And they contribute to our bodily motions. И они даже как бы влияют и вносят свой вклад в наши движения нашего тела. Like moving you just a little bit. И они могут просто взять и пододвинуть вас немножко в сторону. They contribute to your thought process. Они также влияют на ваш процесс мыслей, They мышления. give you the idea, oh, why don't you go over there? Crash! My God, I was just in. У вас вдруг может появиться идея, ой, почему мне туда не пойти, а? И бац, и вдруг прямо там, где вы только что стояли, происходит что-то. It doesn't matter how much money you have. When it's going to hit you in the head, you're crushed. И при этом совсем не важно, сколько у вас денег. Если вам что-то свалится на голову, вам конец. Nowadays, everybody is talking about various forms of apocalypse. Сейчас вы наверняка заметили, что практически все уже говорят о всевозможных формах апокалипсиса. Well, how do you deal with it? Ну, что с этим делать? Where do you go? Куда ехать, куда идти? Everybody was going to New Zealand. Все почему-то стремляются в Новую Зеландию. The guaranteed place of safety. Nothing's ever going to happen there. И почему-то все уверены, это самое гарантированное место безопасности, там вообще ничего никогда не произойдет. I heard that for 20 years. Я уже 20 лет это слышу. And now, you know, their main cities get a huge crack running through them. И сейчас у них в столице, там в главном городе, там огромная трещина через весь город. And everybody's saying, what happened? Все говорят, ух ты, а что это такое? Куда это взялось? This was supposed to be the place. Это должно быть как раз место было спасения. I don't think you can plan. Но я вообще не думаю, что вы можете что-то такое планировать. But you can be aware. Но вы можете быть достаточно осознанными, That your consciousness shares the space of higher beings. чтобы ваше сознание, оно как бы объединялось с высшими существами. Beings who have the capacity to understand just enough about what's going on to be of enormous service to us. С теми существами, которые обладают способностью понимать то, что происходит, ровно настолько, чтобы оказывать вам неоценимую помощь, услуги и защиту. For years I've been talking about spirituality. Я уже много лет говорю о духовности. My whole purpose in life was to get you to be connected to the divine. Вся моя цель жизни в том, чтобы помогать вам, способствовать тому, чтобы вы обретали эту связь, контакт с Божественным. To evolve, to grow as spiritual, mystic beings. Чтобы вы могли развиваться, расти, эволюционировать как духовные, мистические существа. And as hard as I try to do it right now, I can't. И как бы сильно я ни пытался, почему-то именно прямо сейчас
Я больше не могу это делать. Because all I care about is that each and every one of you shall be connected so much so that when the time is right, you will do the right thing. Каким-то образом все, что меня заботит, беспокоит сейчас, это чтобы в нужный момент вы были в нужном состоянии сознания, чтобы с вами было все хорошо. Don't get me wrong, this is purely spiritual. Чтобы вы имели эту связь и контакт. И поймите меня правильно, это как раз и есть чисто духовное явление. But not the usual kind. Но не в обычном понимании. It's incredibly practical. Это невероятно практично сейчас. Sometimes spirituality means you should meditate and float off into space and, be filled with love. Иногда духовность означает, что вы погружаетесь в медитацию, начинаете где-то парить, переполняетесь любовью и так далее. Sometimes it means save yourself. Иногда это означает просто спастись, выжить. Sometimes it means be of service and help others. Иногда это означает помогать другим, быть полезным для других, оказывать служение другим. There are many aspects to spirituality. Есть множество аспектов духовности. And right now it's most important, I feel, that we learn the art of living in aware connection, an aware connection. И прямо сейчас, по крайней мере, я это чувствую совершенно четко. Самое важное, чтобы мы научились жить в состоянии этой связи и контакта, осознанного контакта. Peace is not an issue right now. Прямо сейчас вопрос мира, покоя, умиротворения. You're not going to find it. Он уже не актуален практически, потому что вы его нигде не найдете. It's an obsolete concept at the moment. В настоящий момент можно сказать, что это просто устаревшая концепция, изжившая себя. It's just the nature of this world. Things have sped up. Просто такова природа этого мира, что все сейчас очень сильно ускорилось. The base frequency of this planet has sped up. Базовая частота вибрации этой планеты ускорилась. The frequencies in the air, the frequencies in the ether have sped up. Частоты вибраций в воздухе, в атмосфере, в эфире, все ускорилось. It's vibrating at a higher frequency. Сейчас все вибрирует с гораздо более высокой частотой. Now, a lot of people think that when the frequency raises, things should be going faster. Многие люди думают, что повышение частоты вибраций означает, что объекты должны двигаться быстрее. Some people are doing all kinds of things to go faster and faster to take advantage of this. Некоторые люди, они, думая так, пытаются все делать в своей жизни как можно быстрее, чтобы угнаться за этой скоростью. I am watching them gradually deteriorate. Я наблюдаю за ними и вижу, как они постепенно разлагаются. I also watch them become caricatures of themselves. Разрушаются. Я наблюдаю, как они становятся карикатурами на самих себя. I was explaining to my wife the other day that when the frequency increases, the way to deal with it is to slow down. Я недавно собственной жене объяснял, что на самом деле, когда частота вибраций повышается, способ справиться с этим как раз наоборот в том, чтобы саму замедляться. If the frequency goes faster and you say the same, then you're going faster. The frequency gets faster, but you stay the same in your consciousness. Your frequency goes faster. You get faster. Если частота вибраций становится быстрее, а вы остаетесь таким же, то ваша частота вибраций тоже, вы тоже становитесь быстрее. When you go faster, it makes more stress. И когда вы становитесь быстрее, так сказать, начинаете суетиться, то это создает больше напряжения. The solution is to slow down. Решение как раз в том, чтобы замедляться. Because you'll accomplish more with less effort. Потому что тогда вы сможете достигать большего с меньшими усилиями. Just because the frequency is higher, that doesn't translate to speed. Просто потому, что частота вибраций повысилась, это не
не аналогично тому, чтобы скорость движения объектов Let's повышалась. talk about sound frequencies. Давайте поговорим, например, о частотах звуковых вибраций. The lower notes, they go at a lower frequency. У низких нот у них более низкая частота вибраций. 200 hertz, maybe up to 400 hertz. Slower. Там между 200 и 400 Гц, очень медленно. And as you get higher, it goes up to about 750 hertz, faster. И чем выше вы поднимаетесь по звуковому ряду, вы доходите где-то до 750 Гц. Это гораздо более быстрые вибрации. Do you think of it in terms of speed? Но представляете ли вы себе это в виде физической скорости движения объектов? Do you think of low notes as slow? Вы думаете, низкие ноты, они что, медленно двигаются? Do you think of high notes as fast? Или вы представляете высокие ноты как какие-то быстро движущиеся? What if I'm playing the bass guitar? Что если я буду играть на базовой гитаре вот так, очень энергично, живо, быстро? Very fast. Очень быстро. And I'm playing high notes on the piano. Ding, Буду высокие ноты вот так играть на пианино. ding. Очень плавно, медленно. Speed and frequency are not related. Частота вибраций и физическая скорость, они не взаимосвязаны. It's not a quantitative difference. И это вообще, можно сказать, не количественная разница. The frequency that when it's higher means it's resonating faster. Когда высокая частота, это лишь означает, что она резонирует быстрее. The effect is the sound seems higher in tone. Эффект этого проявляется в том, что звук воспринимается более высокого тона. But we don't think that. Но мы об этом не думаем. We think it sounds nice that way, we think it sounds nice that way, all of it works together. We don't think about speed. Мы просто слышим это и думаем, о, это как красиво звучит, и так красиво звучит. Мы совсем не задумываемся ни о какой скорости. Speed is the drummer and the rhythm. Скорость мы замечаем, когда играют ударные, барабан, когда мы слышим ритмы. How fast they play. Тогда уже, или как быстро играют музыканты. Colors the same way. То же самое касается цветов. As you go more in the ultraviolet, you go faster. As you go down in the infrared, you go slower. Что значит, что если вы уходите в ультрафиолетовый спектр, там все быстрее, или в инфракрасный там все медленнее? Do you think one color is faster than another? Неужели вы думаете, что какой-то цвет быстрее, чем другой? But there's a huge difference in frequencies in the light. Но на самом деле в световом диапазоне огромная разница в частотах вибраций. Okay, but we're not used to this. Но мы к этому не особенно привыкли, мы не особенно понимаем это. This speeding up, which has been measured by some people and which is felt by those who know what's going on, okay, but it's felt by everybody, is a very unusual thing. It has happened very rapidly. И вот это вот так называемое ускорение, повышение частот вибраций, которые кто-то регистрирует чем-то, кто-то это чувствует, кто понимает, что происходит. Но это все происходит очень быстро. And because we're generally not aware of it happening, we allow the higher frequency to set our pace. Так как мы не отдаем себе отчета в том, что именно происходит, мы позволяем вот этим более высоким вибрациям как бы вызывать у нас эту суету, повышать, начинаем бегать, повышать скорость собственную. You all have computers, or you know computers, or you have your little gizmos. У вас всех наверняка есть компьютеры, или вы знаете о компьютерах, у вас есть какие-то наверняка приборчики, приспособления, телефончики. The CPU, the central processing unit, has a clock speed. Например, центральный процессор, у него есть скорость часов. Like, for example, your computer says it's 3.2 gigahertz clock speed, for example. Всегда написана частота этого центрального процессора, там 3,2 и так далее. Without boring you with details, what it means is it's sending these bits through at that speed, which delineates
how fast they move through. That's incredible symbolization, but anyway, that's what it is. Но чтобы вам проще это объяснить, дать понять, это означает как раз вот этот частотный диапазон работы процессора. Это означает, что он с такой скоростью, на такой частоте он выдает импульсы. The faster the frequency, the faster those bits fly through. И чем быстрее эта частота, чем быстрее эти биты информации, так сказать, движутся по компьютеру. If anyone in here is a hardware expert, forgive me, I'm aware of all this other junk that I just ignored. Если тут есть эксперты по компьютерному оборудованию, простите меня, я прекрасно понимаю, насколько это примитивно упрощенное объяснение. So you got a faster clock speed zooming through all this information at that delineated intervals. Вот представьте, у вас с более высокой частотой выдаются эти импульсы, переносящие эту информацию по системе компьютера. So the clock speed of the Earth got faster. И это, можно сказать, относительно такое время, что ли, часы вот, для компьютера, его внутренние часы. И можно сказать, что внутренние часы Земли тоже ускорились. So we all kept tune with it. И естественно, что мы все, будучи сонастроенными с этим, начинаем двигаться в ритм с этим. And it created stress. Это создает внутри нас стресс и напряжение. Because it's unnatural, we're not used to it. Потому что это для нас неестественно, мы к этому не привыкли. Is that somewhat clear? Это хоть как-то понятно? You don't have to say so if you don't. Если вы ничего не поняли, то не обязаны говорить. Anyway, the solution is to slow down. В любом случае, суть здесь в том, что секрет как раз в том, чтобы замедляться. Consciously move slower. Сознательно двигаться медленнее. Consciously talk slower. Сознательно говорить медленнее. Consciously plan slower. Сознательно планировать медленнее. Until you feel comfortable. И замедляться до тех пор, пока вы не почувствуете себя комфортно. Until you get back your own natural frequency. Пока вы не вернетесь, не придете как бы в себя, не восстановите свою собственную, естественную для вас частоту вибраций. Now this is incredibly important. Это невероятно важно. Because you can't share your consciousness with those who are there to be of service to you if you are zooming around in an unnatural frequency. Потому что вы не сможете обретать этот сознательный контакт, как бы иметь связь через ваше сознание с этими высшими существами, если вы при этом просто суетитесь и бегаете вокруг в этой суматохе. They don't shift just because you're stressed. They're not going to mirror your stress. Потому что они не собираются переключаться в какой-то особый режим, просто для того, чтобы подстраиваться под ваше неестественное напряженное состояние. Because stress separates you from everything. Потому что, по сути, этот стресс и напряжение, оно вообще отделяет вас от всего. It separates you from feeling comfortable in your body. Оно уводит вас, отделяет вас от того, чтобы вы комфортно чувствовали себя в собственном теле. It creates dis-ease by which your body becomes broken down. Вызывает всевозможные болезни, нарушения в теле, из-за которых тело начинает разваливаться. It creates distortion and conflict between people. Это создает всевозможные искажения, конфликты между людьми. If I'm stressed and you want to talk to me, the stress is going to be speaking to you, not me. Если я буду в состоянии стресса и вы будете со мной общаться, то с вами буду говорить, по сути, не я, а мой стресс. So this frequency speeding created a lot of stress everywhere. Так что вот это вот повышение общей частоты вибраций привело к огромному стрессу и напряжению повсюду. So everybody became disconnected. И все вдруг стали как бы отключенными, отсоединенными. And one of the most amazing symptoms of this disconnection is panic, hysteria. Один из самых
заметных симптомов этого отсоединения это всеобщая паника, истерия. And in panic and hysteria, one feels gloom and doom. Естественно, что в состоянии паники, истерии человек чувствует себя ужасно, он чувствует себя вообще проклятым, Because one is no longer connected. потому что он больше нет, у него нет больше этой связи, контакта. And people make foolish decisions in such a state of mind. В таком состоянии ума, сознания люди принимают всевозможные глупые решения. So, what I want to do И что я хочу делать? is not to have this pattern repeating. Я не хочу, чтобы эта закономерность повторялась. To stop it. Хочу положить ей конец. To stop it. Я хочу остановить это. To bring everybody back to the slower pace. Я хочу вернуть всех обратно в эту медленную скорость, в этот медленный ритм. To reduce the stress. Чтобы уменьшить стресс и напряжение. To restore the connection. Чтобы восстановить связь и контакт. So that there's a possibility of confidence. Так, чтобы была возможность уверенности We can deal with it. в том, что мы справимся с этим. Whatever happens, Что бы ни произошло, we can deal with it. мы справимся с этим. And if we need to, we can all deal with it together. Если будет необходимость, мы будем справляться с этим все вместе. Because we have that confidence. Потому что у нас есть эта уверенность. Because we feel what we are. Потому что мы чувствуем, кто мы есть. We're rooted in the ground. У нас корни в земле. We are connected. Заземлены, и у нас есть связь и контакт с Высшим. This experience is essential now for survival. И такой вот опыт, он сейчас крайне важен и существенен просто для выживания. And I don't know how to say it any plainer than that. Я не знаю, как еще сказать проще, чем как я это сделал. Connecting is not hard. Соединяться, устанавливать эти контакты, связь совсем не трудно. You just have to do it. Нужно просто это делать. If you are not stressed, Если вы не в состоянии напряжения, if your consciousness is not vibrating according to panic and fear, если ваше сознание не вибрирует вот в ритме этой паники, страха, and you are vibrating according to your natural frequency, и вы вибрируете в соответствии с вашей естественной частотой вибраций, if you simply allow your consciousness to flow towards those beings, если вы просто позволяете вашему сознанию потоком устремляться по направлению к тем существам, it will mix. то сознание будет смешиваться, оно будет соединяться. And very significant information and advice and help and assistance will continue to flow. Тогда очень важная информация и советы будут продолжать приходить к вам потоком. And then you will be inspired. И тогда вы будете чувствовать вдохновение к чему-то. When you need it, you'll know what to do. Когда будет необходимость, вы будете знать, что делать. Because nobody can prepare you. Потому что никто не способен вас приготовить. You've already been prepared. Можно сказать, что вас уже приготовили. You already, it's not like a lot of growth is going to happen at this point. Это не так, что произойдет какой-то невероятный рост в этот момент. That was a very unusual experience for me to come to that realization. И для меня само по себе это был очень необычный опыт прийти к осознанию этого. You know, I observe a lot of people. Знаете, я наблюдаю очень много людей. And I talk with a lot of people. И общаюсь, разговариваю с очень многими людьми. And I'm seeing almost across the board that growth is not a significant feature at this moment. Я вижу практически повсюду, отдаю себе отчет в том, что так называемый рост это не является чем-то важным и значимым в настоящий момент. And that practicality, the practicality of life, is an incredibly significant feature right now. Вместо этого практические аспекты жизни невероятно важны и актуальны. You know, financially, the world is in terrible condition. Мы прекрасно
прекрасно знаете, что в финансовом отношении мир сейчас просто, можно сказать, в ужасном состоянии. The head of the World Bank said today, one more incident this year, and we're going to be dealing with such chaos you cannot imagine. Just one more thing. Сегодня глава Всемирного банка заявил, что еще хоть один какой-нибудь эксцесс мы не сможем просто это выдержать, и будет полный хаос на всей земле. Political problems, military problems, the pollution from these Japanese places. I mean, things are not good. Политические проблемы, военные проблемы, это вот загрязнение с Японией. В общем, все совсем нехорошо. Growth is not the most significant factor. Сейчас рост, развитие, это вообще не является каким-то важным и значимым фактором. So I can't stand here and talk about growth. It doesn't work. I can't do it. Поэтому я больше просто не могу уже, не в состоянии стоять здесь и говорить о каком-то росте и развитии. Это не получается. So I'm saying take a step back. Поэтому я призываю вас, сделайте шаг назад. You know, this is also a technique used in Tai Chi and other military arts. Если вы знаете, это та же техника используется в тайцзи и в других боевых искусствах. To do motions in incredibly slow ways. Когда они совершают такие невероятно просто медленные движения. Because if you can perfect it very slow, you can do it very fast when you have to, perfectly. Потому что если вы можете натренироваться делать это очень медленно, то тогда вы также сможете делать это невероятно быстро, когда будет нужно. Because when you can do it so slow, it just becomes part of your cellular structure. Потому что когда вы делаете это очень медленно, это становится частью вашей клеточной структуры. And once it's in your cellular structure, to do it at any speed is not a difficult. И когда это уже в вашей клеточной памяти, в клеточной структуре, то сделать это с любой скоростью вам не составит особого труда. Now, to slow down, Итак, медлиться, to ignore momentarily the frequency that is around us. хотя бы на какое-то время игнорировать эти частоты вибраций, которые повсюду вокруг. To establish one's own integrity and space. Установить и утвердиться в собственной цельности, достоинстве, в собственном пространстве. To feel one's energetic frequency. Почувствовать и прочувствовать собственную, естественную для себя частоту энергетической вибрации. To embrace it. И принять ее как часть себя. To protect it. Оберегать и защищать ее. Now, when we talk about survival, such a word, survival, Выживание, что за слово вообще? we are saying protection. По сути, это означает защита, сохранение. Protect the self. Защитить себя. Well, protect the body, okay, we generally do that. Защищать физическое тело, обычно мы об этом не забываем. But do we protect our energy? Но защищаем и оберегаем ли мы собственную энергию? Do we protect our integrity as energetic beings? Защищаем и оберегаем ли мы свою цельность как энергетических существ? I look around and I see people who are caught in this expanded frequency and who have no clue to protect their energetic integrity. Я смотрю вокруг и вижу, как люди просто бегают на поводу этих ускоренных частот вибраций, которые вообще не имеют ни малейшего представления, не задумываются о том, чтобы защищать свою энергетическую составляющую. Indeed, I even know spiritualists who will say, this is all speculation. Я даже знаю таких, так сказать, духовных людей, которые говорят, да это все спекуляции просто. And I say, but I feel it. Я им говорю, подождите, но я же это чувствую. And they say, no, you can't. Они говорят, нет, ты не можешь такого чувствовать. Well, that's because they don't feel it. Это просто потому, что они сами этого не чувствуют. Now, I can't make you feel anything. Я, например, не могу вас как бы заставить или сделать так, чтобы вы что-то почувствовали. But I do know that stress is everybody's problem. Но я прекрасно, отлично знаю, что стресс и напряжение сейчас – это проблема всех. I do know that this has expanded greatly in the last year.
Я прекрасно вижу и понимаю, что это расширилось в огромных масштабах за последний год. Everybody I know, without exception, Все, буквально все, кого я знаю, без исключений, is feeling disturbed. чувствуют себя выведенными из равновесия. We had a group of people at our house maybe 3 weeks ago. У нас была группа людей у нас в доме где-то 3 недели назад. You can't believe what the main topic of discussion was. Вы просто не поверите, какова была главная тема нашей беседы. Where we're going to move to. Куда же нам нужно переехать, уехать? Everybody, without exception, Все, без исключения, without exception, без исключения, wanted to move somewhere else. все хотели куда-то переехать. They wanted to sell their house and go buy something somewhere else, and they were talking about all the places they were going to go. Они все как никогда хотели продать свой дом поскорее и переехать куда-то, и все тут сидели, обсуждали, куда кто хочет переехать. And since for some reason or other I've been to most of those places, I ended up doing most of the talking. И так как каким-то образом мне довелось побывать во всех этих других местах, получилось, что я в основном только и говорил. And I was telling them, okay, that place is nice, except there's this problem, and that place is nice, except there's that problem. And, you know, basically you have something there now that's like this there, and that's over there. Basically it's all the same. It just depends on where you want to get the flavor of it, but it's up to you. You can go wherever you want. And they go, yeah. В результате я просто сидел и рассказывал, ну в этом месте там такие преимущества, но зато там такие проблемы. Там вот тоже есть, вот то хорошо, зато то плохо. И так я говорил, вот там есть то, там есть другое. В общем-то, везде все одно и то же, все зависит там, как вы хотите, какой аромат, какую особенность для себя иметь. And then I come to Moscow. И вот я приезжаю в Москву. Everybody I know that I've talked to thinks about moving somewhere. И все, кого я знаю, все, с кем я разговариваю, все говорят о том, куда вы переехали. It's the frequency. Потому что это некая общая вибрация. The frequency shifted. Частота вибраций изменилась. So we think we should pick ourselves up and move ourselves somewhere. В соответствии с ней мы все чувствуем, у нас всех желание взять себя, сказать, руки-ноги и куда-то передвинуться, переехать. Change our lives. Изменить свою жизнь. New jobs. Новая работа. New ways of being. Новый образ жизни. Transform everything. Все изменить, все трансформировать. It's the frequency. Такова общая частота вибрации. Either that or just stress. Или в этом причина, или просто стресс и напряжение. Disorientation. Полная дезориентация. I say, stop. Я говорю всем, стоп, остановитесь, Slow down. замедлитесь, Consciously. сознательно, Slow down. сознательно замедлитесь. Recreate, reinstill, reintegrate your frequency. Восстановите заново, укрепите, утвердитесь в собственной, естественной для вас частоте вибрации. And ask, what do you really want? И спросить себя, чего вы на самом деле хотите. One of the people who were at our house, they wanted to move to Costa Rica. Один из тех, кто был тогда у нас дома, он очень хотел переехать на Коста-Рику. I live in the southern of the United States, and that's a big destination, Costa Rica. Я живу на юге США, и там это считается такое очень достойное место, куда переехать в Коста-Рику. I brought some people to the map, and I said, you see how there's this America, and then there's this Mexico, and then there's this getting skinnier and skinnier and skinnier, and this little itsy bitsy bit of land in between two of the biggest oceans on the planet called Costa Rica. Я подвел все к карте, говорю, ну посмотрите, вот у нас наша Америка, вот дальше идет континент, там Мексика, Южная Америка, там все сужается, сужается. И вот там маленькая, крохотная, там прямо, так сказать, зажатая между двух самых больших океанов ваша Коста-Рика. That's the last place I'm going. Ну, по крайней мере, я туда, наверное, в самую последнюю очередь хотел бы перейти. Everybody thinks they're going to get what they don't have here
when they go over there. И все почему-то уверены, что когда они переедут туда, в свое желаемое место, то все то, чего у них не было здесь, у них обязательно будет там. But it's not a question of going somewhere. Но это вообще не вопрос того, чтобы куда-то ехать или Just like переезжать. it's not a question of getting more money. Точно так же это вообще не вопрос того, чтобы иметь больше денег. It's not a question of changing your life. Это не вопрос того, чтобы менять вашу жизнь. It's all about restoring the natural frequency. Все дело здесь именно в том, чтобы восстановить вашу естественную для вас частоту вибраций. Because we've lost it. Потому что мы ее потеряли. I've seen it. Я видел и вижу это, наблюдаю это. I look at it. Я смотрю на это. And that's why I don't talk about growth. Именно поэтому я больше не могу просто говорить о росте и развитии. How do you grow when you're not even yourself? Как вы можете расти, развиваться, когда вы уже вообще перестали быть собой? To grow, you first have to be yourself. Чтобы расти и развиваться, вам прежде всего нужно быть собой. And the only way to be the self is to feel that natural frequency by slowing down, stepping out of this speeded up environment. Единственный способ быть собой на самом деле, это вновь возродить в себе, почувствовать естественную для вас чистоту вибраций. Для этого нужно отойти в сторону из этого общего окружения. When you step out of it and you slow down, and your base frequency that's resonating within you is according to your essence, you have all kinds of opportunities. И когда вы делаете этот шаг в сторону из общего потока, когда вы замедляетесь, когда вы восстанавливаете внутри себя эту естественную для вас частоту вибраций, тогда перед вами открываются всевозможные пути, возможности. And of all the opportunities that are most important now, the most important of all of them is to connect. И из всех этих путей возможностей самое актуальное и самое важное сейчас это вступить в этот контакт, в эту связь. I made a deal with God long time ago. Я, можно сказать, уже очень давно заключил некую такую сделку с Богом. I said, Я сказал, don't let me do the wrong thing no matter how much I want to do it. я обратился к нему, попросил его, пожалуйста, никогда не позволяй мне делать то, что неправильно, независимо от того, как бы сильно я этого не хотел. You have my permission to slap me, to beat me, do anything you need to do to stop me from doing something wrong. Я даю тебе разрешение там шлепать меня, бить меня, как угодно, делать что угодно, только ни в коем случае не позволить мне совершить неверный шаг. I don't mean right and wrong according to the morality of modern civilization. Ну, я совсем не имею в виду правильно и неправильно, но просто в каких-то расхожих категориях морали современного общества. I mean wrong for me, wrong for the plan, the overall plan of things. Я имею в виду неправильно то, что действительно неправильно для меня, для некого глобального всеобщего плана развития. I say to the universe, use me. Я обращаюсь к Вселенной, используйте меня. I'm your instrument, play me. Я ваш инструмент, играйте на мне. Sometimes I'm told, be patient, just wait. Иногда мне отвечают, наберись терпения, просто подожди. When it's time, you'll play your song. Когда придет время, ты исполнишь свою песню. Right now, I feel the song is to get everybody to connect, because honestly, that's the only hope. И прямо сейчас я чувствую, что эта песня как раз в том, чтобы всех призывать, побуждать к тому, чтобы восстанавливать эту связь, находить этот контакт, потому что сейчас это самое актуальное. Because when you connect, Потому что когда вы обретаете эту связь, you can get through anything. вы сможете пройти через что угодно. You can deal with anything. Вы сможете справиться со всем чем угодно. I mean, after all, the easiest of all options is to die. В конце концов,
Самое легкое из всех, так сказать, вариантов это просто умереть. It never impressed me, these apocalypse movies, when everybody's dying in mass. I said, okay, big deal, you're dead. So what? Лично меня вообще никогда не впечатляли эти все фильмы о концах света, апокалипсиса, когда там эти огромные волны, там все крушится, рушится, и все раз и умирают. Ну и что? Okay, I'm going to scream my head off just like everybody else when things are happening, and I'm going to go, no, no, and then I'll be dead. Then it's finished. Ну хорошо, допустим, я буду там кричать, орать во всю глотку вместе со всеми, когда там всех накрывает, и бац, и все, я умер. Ну все. That's the easy part. Это самое легкое. The hard part Самое трудное, is if it doesn't happen to you like that. если этого не произойдет именно так. And therefore, you need to know how to deal with it. Именно поэтому нужно знать, что с этим делать, как с этим справляться. The hard part is living, not dying. Dying's easy. Самое трудное это жить, а не умереть. Умереть это легко. So don't worry about dying. Так что не беспокойтесь о том, чтобы You умереть. don't need to have qualifications to die. Чтобы умереть, для этого не нужно каких-то особых качеств и квалификаций. Death requires no qualification whatsoever. It's just anybody can do it. Вообще абсолютно не нужно никакой квалификации, на это способен любой. It's living that requires the Вот, qualifications. чтобы жить, вот для этого нужны качества. And how you deal with the stuff that happens. Как вы будете справляться с тем, что будет происходить? I have a confidence. У меня есть уверенность. Whatever happens, I'll deal with it. Что бы ни было, что бы ни происходило, я с этим буду справляться. I don't say I'm going to be happy about it. Я не утверждаю, что я буду очень при этом себя счастливо чувствовать. I don't say I'm going to fix it all. Я не утверждаю, что я смогу все наладить и все исправлять, I'm going to deal with it. но я буду с этим справляться. That's my faith in me. Такова моя вера и уверенность в себе. Whatever it is, I'm going to deal with it. Что бы это ни было, я буду с этим справляться. It makes me feel quite okay. И это позволяет мне чувствовать себя вполне нормально. If I die, okay, no biggie. Ну, если я умру, ну что, хорошо, понимаешь. Otherwise, I can deal with it. Иначе я справлюсь с этим. That's a spirit that we need. Это как раз тот дух, который нам сейчас необходим. T-shirts, we can deal with it. Можно даже футболки такие выпустить, носить. Ну, и с этим справиться. But that's kind of preachy. Better T-shirt says, I can deal with it. Но это Whatever it больше is, похоже на I can deal пропаганду. with it. Гораздо лучше такая футболка, где будет написано, что бы ни было, я с этим справлюсь. As long as you're not insisting that you're going to be happy about it. Но до тех пор, конечно, что вы при этом не настаиваете и не предполагаете, что вы будете счастливы при этом. As long as you're not demanding to be peaceful. До тех пор, если вы не будете настаивать и требовать того, что при этом вы будете в полном покое и умиротворении. As long as you don't require to be prosperous. До тех пор, если вы не будете настаивать и требовать, что вы при этом были процветали. But there's one thing, and only one thing, that you must have, must be. Но есть только одно, что вы должны, обязаны иметь, и чем вы должны быть. And that means integrated as your energy that is, your frequency that you are. Это означает быть цельными, интегрированными в себе, в той частоте вибраций, которая есть вы, в той энергии, которая есть вы. That's very important. Это очень важно. Not only spiritually, but it's the essence of health. Не только духовно, это вообще суть здоровья и здорового состояния человека. So, I feel there's more I should say, but I can't think of anything else to say. Я чувствую, что есть еще больше, чего могу сказать, но сейчас мне не приходит в голову ничего больше. I think it's like, that's what was supposed to be said. Это похоже на то, что что должно было быть сказано сегодня. I wish I could say more. Конечно, мне хотелось бы, наверное, больше сказать. It's like, Но что-то там, сказать, выключилось. It's like, okay, now sit down. Yeah. И я говорю, хорошо, все, теперь можешь сесть. Ну, ладно.
If you have any questions, naturally you have questions. Если у вас есть вопросы, естественно, что у вас есть вопросы. But are they the real questions? Но задумайтесь, действительно ли это настоящие вопросы, реальные вопросы. Yeah. Скажите, а вот если для нас, для старшего поколения, новые вибрации, они как бы дисгармоничны, то и мы должны приспосабливаться к ним, то дети, которые только родились или будут рождаться вот-вот, или вот совсем маленькие, они уже приспособлены к этим вибрациям, которые не сегодня ведь возникли, они возникли, наверное, уже давно. И как это, нужно ли их исправлять, или они сами гармонично вот с этим справятся, вот, относительно маленьких совсем детей? Before we, the older generation, we feel very much tension with these new vibrations. What about babies, children which are born now? Because these vibrations seem to not appear in one day, they are developing. And to do this, new babies, new children, they are already adjusted to these new vibrations, so we have to somehow correct them. I can't honestly answer that question. Я не могу честно не могу ответить на этот вопрос. I can give you a vague, Я могу дать вам такое what I think probably is going on. общее суждение о том, что скорее всего происходит. Because I have no experience with new babies. Потому что у меня просто нет особого опыта с новорожденными. I look, let's go to just young people in general first, and then go back to babies. Давайте сначала просто посмотрим на молодежь в общем, потом перейдем к новорожденным. I have no connection to kids. Я могу сказать, что у меня не чувствую никакого контакта с детьми, с подрастающим поколением. And I used to. А раньше у меня было. I mean, I used to teach 7th grade social studies. Я раньше учил социологию, преподавал в 7 классе. But something happened. Но нечто случилось. And especially in the last 10 years or so, it's like kids are aliens to me. И где-то вот за последние 10 лет для меня это молодежь, эти подростки, они как инопланетяне просто. I don't get them at all. Я вообще, так сказать, их не понимаю и не чувствую контакта. I mean, I like look at them Я так смотрю на них, and I try to figure it out. пытаюсь что-то понять, выяснить, I can't. но не могу, не получается. It's weird. Для меня это просто дико. They seem to be so different from me, I just can't. Who are you? Они кажутся мне настолько отличными от меня, я просто смотрю и думаю, а кто вы такие, интересно вообще. I mean, this thing, Я имею в виду вот так вот сидеть целый день. I don't get it. Я вообще не понимаю этого. The music? Музыку, какую они слушают. Okay. I know old people, young people, it's going on since time immemorial. I get it. Я знаю, что вот это конфликт между старшим поколением и младшим, это с незапамятных времен, это я все понимаю. I am an old guy. Я, можно сказать, уже такой старичок. They look at me and it's like, Они смотрят на меня и думают, ух ты, I'm older than their grandparents. я, наверное, старше, чем и даже некоторые бабушки и дедушки. That shocks me. Меня это шокирует. I mean, I talked to some kid and he's talking about his grandparents. I'm older. Я говорю с каким-то таким подростком, а он говорит о своей бабушке, дедушке, а я старше, чем его бабушка и дедушка. And I'm like, wow. Я думаю, ух ты. It's almost as if I've lost membership in their club. Это все равно, что как меня лишили членства в их клубе.
So I have no connection to them. Поэтому у меня больше нет с ними контакта. You know, when we do healing and stuff, we're not supposed to touch kids. И No, no, no. когда мы делаем, проводим исцеление и так далее, лучше не прикасаться к детям. So like around 9 years old, I never touch. Never energetically, in no way. I do nothing. Даже если им 9 лет уже, я их вообще не касаюсь, ни энергетически, никак. I mean, even my wife complains when I do healing over intercontinental distance, you know, and she gets hit and she gets flung across the room. What to speak of a little baby? Я имею в виду, когда я жене своей что-то такое делаю, там, с другого континента, она чувствует прям толчки какие-то, ее бросает из стороны в сторону. А что же говорить про маленьких детей? So I don't know what they feel like. Поэтому я даже не знаю толком, что они чувствуют. No grandchildren, У меня нет ни внуков, никого, no children. даже нет детей. I'm irrelevant. Я чувствую себя неактуальным. So I can't answer your question. Я не могу ответить на ваш вопрос. But here, let me give you a vague answer. Но подождите, я могу дать вам такой общий ответ. I think, yes, they do vibrate to the tune of the frequency that they're born into. Я думаю, да, они действительно вибрируют больше уже в согласии с частотой вибраций, в которых они родились. And that's scary. На самом деле это пугающе, это пугает. It's almost as if kids are wired into devices when they're born. Иногда это выглядит на то, как будто дети, они рождаются уже как, сказать, приложение как программное обеспечение к тому оборудованию, в окружении которого они рождаются. Kids are born more qualified to take care of computers than 90% of the adults. Дети, которые рождаются, они чуть не с рождения более квалифицированы и успешны во владении компьютером, чем 90% взрослых. They resonate perfectly with machines. Совершенным образом резонируют в полной гармонии с этими машинами. Anyone here seen Battlestar Galactica? Кто-то здесь смотрел сериал «Поле битвы. Галактика». It's like all these kids are part Cylons. That's what I think. Как они называются? Сайлоны. То есть эти дети, они как сайлоны. Anyway, it's this transformation away from the earth frequency to the machine frequency. В любом случае можем наблюдать такую трансформацию, скачок от вибраций Земли к вибрациям этих машин. I don't think it's just because I'm an old guy. Я не думаю, что это просто потому, что я такой старый. Rudolf Steiner spoke about this in the 1920s. Рудольф Штайнер об этом писал еще в 20-е годы. He said the main battle on this planet today is between human beings and machines. И он говорил, что сейчас уже разворачивается основная битва на Земле, на самом деле, между людьми и машинами. How machines dominate our consciousness and transform and rule our lives. В том, насколько машины начинают управлять и доминировать над нашим сознанием и буквально руководить нашими жизнями. And I'm like, and these kids seem to be generation after generation after generation becoming molded to be hardwired directly into machines. И я смотрю, как эти дети, они одно за другим, поколение за поколением, все больше и больше, они словно рождаются, как будто у них уже как бы система взаимообмена с этими компьютерами, с этими машинами. If everything was to continue as it is now, you're not going to need a credit card anymore. You're going to have it in your hand or in your arm. Если все будет продолжаться как сейчас, даже не понадобится больше эти банковские карточки, будет что-то вшито или вставлено вам в руку или в ладонь. Think about that. Задумайтесь над этим. And when they're going to steal your credit card, they just chop off your arm and take it with them. Если кто-то захочет украть у вас кредитную карту, то вам просто руку отрежет и все. You know this is already going on. Don't just laugh. It's already happening. It's already underway. Но вы не смейтесь так, потому что это уже происходит, это уже в процессе, это уже разрабатывается и применяется. We're going, if there is no change, we're going to become integrated with machines. Если не произойдет каких-то существенных перемен,
Мы просто сольемся все, интегрируемся с машинами. You know how you're going to control computers in the future? Знаете, как в будущем будут компьютеры контролировать, управлять компьютерами? With thought controllers. Будут интерфейс с помощью настроенной на мысли человека. It's already happening. This is not the future. Существует, это даже не будущее какое-то. They're doing it right now with paralyzed patients. И прямо сейчас это делают, такие приборчики делают для тех пациентов, у которых паралич. Just think about that. Просто задумайтесь об этом. Wired to your computer with the brain, your credit card in your hand. That's not only a credit card, it's your driver's license, it's your passport. Представьте себе такую жизнь, когда живете, вы управляете компьютером своими мыслями, своим мозгом. It's your access to your door at work. У вас вшиты чипы, это не только ваша банковская карта. Там у вас все. Пропуск на работу, водительские права, все что угодно. I see people now, they're wired with these things in their ears. All the time they're walking around with stuff in their ears. They're listening all the time, music or this or that in their ear. Я вижу людей, которые наушники никогда не вытаскивают из своих ушей. Ходят с ним повсюду, слушают что-то, музыку, наверное. The telephones dominate consciousness. Телефоны, они практически уже управляют нашим сознанием. Facebook. Возьмите Facebook, там. I don't know what you guys here in Russia do. Свои есть дела ВКонтакте, Одноклассники, Twitter. Твиттеры. To me, it bewilders me. Every little thing is on Twitter. Для меня это просто сбивает с толку. Все, что угодно можно найти там, все в Твиттере происходит. We are becoming wired. Мы становимся как бы такими, как будто состоим из проводов. And if you live around wires like I do, you know what that feels like. It just increases stress. Если вы имеете опыт общения с проводами, как у меня, например, есть, когда организую трансляции, вы можете понять, что это не что иное, как постоянный стресс и напряжение. So these kids are born wired. Что можно сказать, что эти дети, они уже рождаются с проводами. That, I think, is so sad. И это на самом деле кажется очень печально. So, like I said, I didn't have an answer to your question. В принципе, как я вначале вам сказал, у меня нет ответа на что. And all I did was lament. Поэтому все, что я делал, по сути, я вам, так сказать, выразил свои чувства скорби. But that's why we have to find our frequencies again. Но опять же, именно поэтому нам нужно восстанавливать в себе, находить свои естественные частоты вибраций. Yeah. Ну, вот я хотела спросить, что, вот у меня, например, очень многих людей, которых я знаю, такая основная, такая мысль, что, ради того, чтобы сделать, побольше хороших вещей, послужить миру, можно потерпеть вот сегодня стресс, и что, привязанность вот к покою и такому умиротворенному состоянию, что мы все тут такие благостные сидим, улыбаемся. Вот, что это тоже является некой привязанностью. Вот, и как отличить, когда ты именно стремишься к покою для себя и эгоистичен в своем вот этом стремлении, от того, что ты действительно хочешь исходить из бытия в своем делании. Понимаешь, да, о чем я спрашиваю? When I observe myself and others whom I know, I see that you often consciously decide to go to some stress for the service to others, to do something. How much it is egoistic when we try to be in peace with ourselves. How much? What is the difference between this when we aspire for this to live primarily from the state of being instead of just doing it when we do it for service to others? It's not a stress to do things in service to others. That's not a stress. That's not what I'm talking about. Делать что-то для других, когда мы помогаем другим, это не стресс, это не напряжение, это не то, о чем я говорю. It may be hard work. Это может быть, конечно, связано It may be difficult. с нелегким трудом, иногда это может быть трудно. It may be pressure. Это может вызывать какое-то давление. But it's something you want to do to be of service. It's different. Но это что-то, что вы сознательно делаете, когда хотите быть полезным, помогать.
When I was talking about stress here, I was specifically speaking about stress that created by that frequency transformation, Когда that я говорил expansion of о стрессе frequency. и напряжении здесь, я имел в виду именно вот этот навязанный извне стресс и напряжение из-за вот этого ускорения общей частоты вибрации. Because as long as there's been human beings, there's always been responsibilities, things that you want to do, plans you want to fulfill, and so on. That's life. That's different. Потому что сколько существует людей, всегда было и будет какие-то ответственности, какие-то проекты, дела, что-то, что вы хотите делать и так далее. Это просто жизнь, это часть жизни. But you have to do it according to the way you can do it. Но важно, чтобы вы делали это в соответствии с тем, как вы можете делать, какова ваша природа. When you try to do it according to somebody else's way of doing it, that creates stress. Когда вы пытаетесь это делать не свойственным вам способом, как бы копируя кого-то другого, то вот это как раз неправильно, и это неправильный стресс. There's no way you're going to float through life without any feeling of opposition or pressure or anything like that. That's not possible. It won't happen. Это вообще невозможно, и не ожидайте того, что вы сможете по жизни вот так вот парить в состоянии полного покоя, расслабления, без всякого напряжения и расслабления. But stress is something that comes, that's a very unnatural thing. It's not part of the process of life. It's different than just plain old pressure or work. It's something which is pushing your energy field into a state of distortion. Но стресс, о котором я говорю, это нечто иное, чем просто какое-то вот усилие человека, когда он напрягается что-то сделать, которое было во все времена человечества, но сейчас это стресс, это то, что как бы навязывается извне, то, что выбивает человека из колеи, выводит его из себя, из равновесия. But to go into Всевозможные искажения. Into an analysis of stress, and it's a little bit beyond the scope of this discussion, but I think what you're talking about is not the same as what I was talking about. Вообще можно стресс очень долго обсуждать, что такое на самом деле стресс, это выходит даже за рамки нашей темы сегодня, но надеюсь, вы понимаете, что то, о чем вы спросили, о чем вы, это не то, о чем я говорил. Why doesn't he come out of any speaker, and why doesn't he appear on the recording? Maybe it's just so low. Did that? No, it didn't. Did that help? Or А можно еще один вопрос? Can I ask one more? Sure. Go ahead. А как тогда отличить тот стресс, который мы сами, допустим, создаем себе, и от того стресса, о котором вот Хари сегодня говорил, который извне навязывается? Ну, потому что есть же еще стресс, который мы сами себе создаем по каким-то причинам. Вот я хочу понять, что разница. Stress, if you were talking mostly about stress which comes from outside, but how about stress which we create in ourselves due to various reasons? Как отличить, ну, это то, что резонирует с тем, что извне приходит, или это мы сами создаем себе? Я не понимаю. If it comes from outside or we create it within ourselves. Well, that which is created by your own expectations is all your own, unless your expectations have been created by external forces. Но тот стресс, который создается вашими ожиданиями чрезмерными, это, можно сказать, ваше собственное творение, разве что ваши ожидания, в свою очередь, не вызваны каким-то внешним фактором. Тогда это тоже внешнее влияние. Yeah. Я сегодня была свидетелем уличной сцены, которая, по-моему, имеет вообще отношение к теме нашей лекции. То есть я шла по пустынной улице, быстро ехала машина, и прямо передо мной выскочила черная кошка с огромной скоростью, накинулась под машину. И, конечно, я ожидала там услышать визг и вообще что-то страшное. В общем, она попала между передними колесами машины, я видела, как она туда влетела. Дальше она прошла, пробежала сквозь и благополучно убежала. Ну, сцена была просто потрясающая. Today I've observed some phenomena out there on the street which I feel is directly related to our subject today. I was about to go across the street, the cars are driving. There was one car driving really fast, and there was a cat who was crossing the road also very fast. And the cat basically just threw itself under the car, and basically it ran under the car between its wheels very fast and just ran away.
course, it looked to me really like speeded up motion stress. Yeah, but cats are kind of crazy like that. Но дело в том, что кошки, они сильно такие вот сумасшедшие. Squirrels do that too. Девочки так делают тоже. It's their game. Birds do it sometimes too. У них это как игра. Иногда птицы так делают. It's like a game they play, Для них это как игра, в общем-то. and many times they don't make it. Конечно, во многих случаях у них, так сказать, не получается. But it's true. You'll see things like that. Но это действительно правда, и это подобное время можно встретить. Yeah. Я хотела бы узнать, каким образом мы ощущаем связь вот с высшими существами и какие сигналы мы получаем, когда мы делаем правильно и когда неправильно. I would like to know how do we perceive, how do we feel this connection with higher entities, and which signals do we receive when we do something right or when we do something wrong. Great question. Замечательный вопрос. But the problem for me to answer that is that each of us have significators which are different, which are unique to the way we are as energetic beings. Но проблема в том, чтобы ответить на него, в том, что у каждого из нас есть собственные индивидуальные как бы, каналы там, или язык общения, свои сигналы, которые можем распознавать. You know, in psychic terms, people have analyzed this for many, many years. Вот, в категориях психических разных сверхспособностей люди анализировали это уже много лет. Somebody is psychic because they can hear something. Некоторые, например, у них такая, они являются экстрасенсами, у них такая способность, что они что-то слышат. Somebody sees something. Кто-то что-то видит. You know, it's different, it depends. Some people just feel something. Понимаете, то есть у всех так по-разному, кто-то может быть просто что-то чувствует. And some people just know. А некоторые говорят, что они просто знают, и все. There's different ways in which you can perceive something that's not of the normal realm. В любом случае, есть огромное многообразие, есть разные способы, как вы можете чувствовать, воспринимать нечто, выходящее за рамки обычного восприятия. I'm not visually oriented. Лично я, например, не очень-то визуально ориентирован. I'm predominantly feeling oriented. Я преимущественно ориентирован кинестетически на чувства. Secondarily audio oriented. Второй по значимости у меня канал аудиального восприятия. And I'm very sensitive to colors. Я очень чувствителен при этом к цветам. But I'm basically living with that knowing. В основном, по сути, я живу именно просто зная что-то, понимаешь? It's just the way I am. Это то, каков я, как я устроен. Now it depends on who you are, what you are, how you are. Тут все зависит от того, кто вы, какой вы, какие у вас свойства, качества. In the feeling, I mean, like for example, when I'm going to connect, I just reach out energetically and connect. I just feel it. I feel the energies. There's tingling, there's interaction, there's as if the consciousness is streaming back and forth. You feel it like as if tissues are merging like this. Будучи кинестетически ориентированным, преимущественно я ощущаю это именно вот на уровне чувств. Я, когда обращаюсь к этим существам, к этим энергиям, я как бы направляю к ним свою энергию, я чувствую, как она соприкасается с ними, я чувствую некое покалывание, слияние энергии и так далее. I feel it like docking with a space station. Я чувствую это как некий, подтягивается такой туннель к... No, docking, the space station docking, like the rockets dock with Soyuz, whatever they call them. You got that? Ну, или, не знаю, как к самолету, то есть такая, как называется, стойка, некая стыковка, да, стыковка к ней поднимается и стыкуется там, с космическим кораблем. I know other people who hear. Я знаю других людей, которые слышат что-то. Communication, they can just have a direct communication like that.
касается такой коммуникации, общения, у них такой вот, можно сказать, прямая коммуникация. I hear too, but not like, sometimes I'll be walking and then all of a sudden I'll be told something. And I'm like, whoop, what was that? Я тоже иногда слышу, но я слышу так своеобразно. Как будто раз кто-то мне что-то в ухо сказал, я всегда оборачиваюсь, кто же это был? Or in some other way. Или какими-то другими способами. But there's always communication. Но всегда есть некая коммуникация, общение. Connection means communication. Потому что связь означает как раз коммуникация. It's a sharing. Происходит некий обмен. Something's said. Что-то говорится, Something's felt. что-то чувствуется. Move. Например, подвинься. Or a strong feeling is given. Do this now. Или приходит некое очень сильное, мощное ощущение, побуждение к чему-то. Сделай это сейчас. There's these, just like you get the idea that I really feel it, I have to do this now. These are symptoms of connection. Например, у вас может появиться эта идея или представление, что некое побуждение сделать что-то, и вы можете ощутить как эту связь, контакт с чем-то. It's consciously cultivated. И более того, это можно сознательно культивировать, развивать. You request it. Можно об этом просить, запрашивать, You призывать. reach out for it. Нужно тянуться к этому, You embrace it. принимать это как часть себя, интегрировать в себя, You reciprocate with it. взаимодействовать с этим, You thank и that connection. благодарить за эту связь. Even if you say, whoever you are, thank you. Вы можете даже так говорить, кто бы вы ни были там, спасибо вам. Sometimes I have these sessions where I get to start communicating with the deities in St. Petersburg. Иногда в Петербурге я провожу такие сеансы медитации, когда позволяю, помогаю людям устанавливать этот контакт с божествами в Петербурге. And in the beginning, people always say, I can't do that. И вначале люди всегда говорят, нет, я такого не могу. And I say, well, just forget that you can't do it for a second. И я им говорю, да просто забудьте, что вы не можете, хотя бы на секунду. How do you start a conversation? Как вы начинаете с кем-то общение или беседу? You say hi, Говорите «привет», and then you listen. и затем слушайте, что вам ответят. No? Нет? Разве не так? Why is it different with the deities? Почему это должно быть чем-то другим, вот, с божествами? So people, sometimes they go, Люди иногда hmm. говорят, ух ты. So then I say, stand there, Это я and говорю. you're just aware of the deities in front of you. Вы просто встаньте перед божествами и просто осознайте, что они перед вами. You feel them. Почувствуйте их. And then you can say, hi, Затем можете сказать «привет» and listen. и слушайте. Everybody experiences an answer. И каким-то образом Everybody. все чувствуют, ощущают ответ. Все. But then they say, Каждый. that was my mind. Каждый ощущает. Но следующее, что они, как правило, делают, они It's говорят, amazing. нет, это что-то у меня в уме пронеслось. It's amazing. Это мой ум все. They say hi, they get an answer, they say, that was my mind. Couldn't be. Потрясающе. Они стоят, настраиваются, да. Они говорят «привет», получают ответ. Он говорит «это мой ум». So they, Нет, этого не может быть. they shut it down. Таким образом, сами все сворачивают. Because it can't be. Потому что этого не может быть. That's why I was talking about this not good enough. It means that I can't do that. Именно поэтому я так много говорю о нашем свойстве. Ощущение, что мы недостаточно хорошие, потому что это как раз причина того, что мы думаем, я так не умею, я не могу. Why would divine beings, why would God talk to me? С какой стати, с чего ради, зачем Богу, божественным существам говорить со мной? Who am I? В конце концов, кто я такой вообще? I'm not good enough. Я же недостаточно хороший. It's not going to happen. Это вообще никогда не произойдет. So you say, hi, Поэтому говорите привет, you get an answer, получайте ответ you reject it. и отвергайте его. It's phenomenal. Это просто феноменально. And I'm
bewildered by our insistence on doing this. Меня просто поражает, потрясает наша настойчивость в том, чтобы делать это. It bewilders me. Это меня просто сводит с ума. So I tell people, Я говорю людям, what did you hear? ну что вы услышали? Did you hear a response? Вы слышали ответ? Honestly. Честно слышали? I don't care if you think it was your mind or not. Did you hear a response? Мне не важно, что вы думаете, это ваш ум или нет, но слышали ли вы ответ? And they all go, yeah, yeah. Я говорю, да, да. I said, okay. Я говорю, хорошо. When you're having a conversation, you say hi. The other person says hi. What do you do next? Когда вы беседуете, общаетесь с кем-то, вы говорите привет, другой говорит привет. Что вы дальше делаете? Not a big mystery. Никакой мистерии нету. You say something. Вы еще что-то говорите. You look very nice today. О, сегодня замечательно выглядишь. Thank you. Спасибо. Conversation begins. Вот завязывается диалог, беседа. If these beings are more powerful than us, which naturally we assume they are, because after all, they're over there, we're down here, then why can't they talk to us? Если эти существа, высшие существа, они более могущественны, чем мы, что вполне естественно и очевидно, именно поэтому мы здесь, а не там, то почему они не могут с нами говорить и общаться? And why can't we talk to them? Почему мы не можем с ними говорить? The objection that I can't is not an argument. Возражение, что я не могу, я на это не способен, это вообще не может быть аргументом. You say I can't, I say you can. Вы будете утверждать, что вы не можете, я буду утверждать, что вы можете. Yes, you can. No, I can't. Yes, you can. No, I Да, can't. вы можете, нет, я не могу. Да, вы можете, нет, я не могу. Just try it. Просто попробуйте. What do you got to lose? В конце концов, что вам терять? So you make connection. Таким образом вы устанавливаете связь. All religions, I mean, all religions talk about angels, talk about guides, talk about mentors, talk about even forefathers or relatives or previous generations. They all talk about it. Все религии, какие ни возьмите, там везде говорится об ангелах, о каких-то высших существах, о покровителях наших, даже в конце концов о наших предках божественных. And they are there. И они все там. And to communicate with them is not difficult. И чтобы общаться с ними, это не так уж трудно. We simply have to allow it. Все, что нам нужно, это просто позволять этому происходить. And once you understand, the whole secret is allowing it to happen. И когда вы поймете, что весь секрет именно в том, чтобы позволять этому происходить. That communication will take place according to your own nature, the way you are. И происходить это общение, эта связь уже будет в соответствии с вашей природой, в соответствии с тем, кто вы есть. Rule number 1, you can't fool them. Правило номер 1. Вы никогда не сможете их обмануть. You can't present yourself to be something you're not. Никогда не сможете представить им себя кем-то или чем-то, чем вы не являетесь. Because they know perfectly well who you are. Потому что они прекрасно знают, кто вы и какой вы. And that's good. На самом деле это хорошо. Because then they can really help you. Потому что тогда они действительно могут вам помочь. That you can't fool them is a given. И то, что вам никак не удастся их обмануть или перехитрить, это просто как данность. And that's very, very good. Это очень и очень хорошо. So be honest. Так что просто будьте честными. And don't start with the I'm so fallen, I'm so bad, I'm so this and that, terrible, terrible, terrible. Ни в коем случае не начинайте с такой песни типа «Я такой падший, я такой ужасный, я такой низкий, я такой, и сякой, и такой». It's a given. They know all that stuff. Это опять же как данность, потому что все это они уже и так прекрасно знают. They don't care. И более того, их это вообще не интересует. So finish. Так что с этим, можно сказать, покончено. Make communication. Просто установите связь, организуйте общение. I like to offer myself in service. That's just my nature. I like to say, okay,
use me as you like. I like to be engaged. Лично я, например, мне нравится быть занятым, мне нравится быть полезным, мне нравится предлагать себя к услугам, поэтому я обычно обращаюсь, замените меня, как-то используйте меня. You'll be amazed how easy it is to make this connection. Когда вы сделаете это, вы просто сами поразитесь, насколько это легко устанавливать эти связи, эти контакты. When I was maybe 18, Когда мне было где-то, может, 18 лет, there was this girl была одна девушка in my school. в школе. And I used to like look at her all the time. Я постоянно на нее смотрел, засматривался. And I always wanted to go and talk to her. Мне всегда так хотелось подойти к ней, заговорить с ней. But I was a huge chicken. Но я тогда был просто невероятный трус. And I used to talk to my friend Harry, and I said, gee, you know. And he would go, well, go over there. И я все это рассказывал своему другу, и смотри, какая девчонка вообще. Так иди, подойди к ней. And I used to say, I can't do that. Нет, что? He said, why not? Почему нет? I said, because she's so beautiful, and I'm just me. Ну что, не видишь, какая она красивая, а я, да я просто я. And he used to go, uh-huh. Я говорю, ну да, понятно. So one day, И вот однажды I did it. я это сделал. I walked over, Подошел, and I said, я сказал, hi, gee, you know, I've been seeing you for so long there, and I just wonder if you'd like to go out with me. я сказал, привет, ну знаешь, я тебя уже так давно замечаю, вижу, как насчет того, чтобы пойти со мной куда-нибудь сходить, гулять. And she looked at me with disgust. Она посмотрела на меня с таким отвращением, And she said, сказала, why didn't you say something sooner? That was how she talked. он сказал, эх ты, чё ж ты мне раньше-то ничего не сказал? She was from Romania, I think. Позже я узнал, что она сама из Румынии была. And I'm like, why? Я так, почему так? She said, I just got a boyfriend last week. У меня на прошлой неделе только парень появился. I've been waiting for you to come. А я все ждала и ждала, когда ты подойдешь. I cursed myself for that for years. Потом я еще годами себя проклинал за это. And all of my friends from that point on, whenever I was being an idiot like this, they would come to me and they'd say, why don't you say something soon? And they'd laugh. Фразу я запомнил на всю жизнь. Все мои друзья, когда я делал какую-нибудь глупость, не подходили ко мне так, говорили, почему ты не сделал это раньше? So you think, how can, and they're up there saying, why didn't you say something sooner? We're waiting for you to talk to us. И вы тут сидите, пыжитесь, напрягаетесь, думаете, я не могу. Они смотрят на вас сверху, говорят, почему ты раньше что-нибудь не сделал? Почему ты раньше не сказал? It's the same thing. То же самое. They're just waiting. Они просто ждут. And we're the ones with all the excuses. А мы тут сидим, паримся в своих этих оправданиях. I can't do that. О, я не могу. They're not interested in talking to me. Да, наверняка мне неинтересно со мной общаться. You know. Ну, вы понимаете. Знаете. Yeah. Да. У меня вопрос такой. Значит, многие мои знакомые готовятся к 12 году, в конце света. Значит, кто-то заканчивает школу экстремального выживания, кто-то пытается переехать там где-нибудь в гор, воды, а кто-то хочет набрать кредитов, чтобы потом... Как вы относитесь к концу света? К чему относитесь? К концу света. Занимаются my friends, they prepare themselves like all means to so-called end of the world in 2012. And some they do all kinds of courses for extreme survival, of course. Some like they search for places in the mountains and water
And some they try to get as many money and credit as possible because they don't need to get back. And what's your attitude to what is so-called end of the world? I don't know. Я не знаю. What can I say? Что я могу сказать по этому поводу? What I say is not very important about that. То, что я даже скажу, это не так уж важно. What I had to say about it, I did. На самом деле, все, что мне было сказать по этому поводу, я это как раз и сказал. I can deal with it. That's my T-shirt. Моя футболка, на моей футболке написано «Я с этим справлюсь». I have been saying for years now, the real strength is in community. Я уже годами пытаюсь объяснить людям, что настоящая сила в сообществе, в общинах. If you have people Если у вас есть that can gather together, then as a community you can deal with it. Если у вас люди, которые могут собраться вместе, то все вместе, сообща, сообществом, вы сможете справиться с этим. A community is made of many independent people who have an interest to live, and when others get together with the same interest, they figure it out together. Община состоит из индивидуумов, из самостоятельных людей, которые заинтересованы в том, чтобы жить дальше. И когда собираются вместе такие люди, они делают это вместе. The only real asset is people. Потому что единственная настоящая ценность, настоящий актив – это люди. Because if you have people that you can work with or do anything with who can help you when you need help and you can help when they need help, you can deal with it. Потому что если есть люди, которые могут вам помочь, когда нужно, которым вы можете помочь, если нужно, тогда вы справитесь со всем. Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что когда вы контактируете, да, вы как бы предлагаете себя, предлагаете, как бы, чтобы высшие силы распоряжались вами. А как можно быть уверенным, что нами распоряжаются силы добра, а не зла? You mentioned when you associate, when you are in contact and in this connection, you offer yourself service, to be of service. But when you offer ourselves like this, how can we be sure and confident that those who will use us will be forces of good and not forces of evil? I can say so much about this and we go on for hours. I'm trying to boil it down to one very dense statement. Дело в том, что я бы об этом мог так много вам всего сказать, это было бы часами, наверное, поэтому я пытаюсь сформулировать это кратко. If you can feel yourself, if you have that integrity of your being, if you're connected with your own essence, если вы чувствуете себя, если вы в контакте с собой, если вы ощущаете цельность своей натуры, свою суть, that's good. это все и есть как раз добро, это You can feel и есть то все that самое which is хорошее. not. И тогда вы легко сможете почувствовать и отличить то, что имеет другую природу, другие свойства. But even if you can't, you can see at one point, I don't like this. Но даже если вы этого так четко не чувствуете и не различаете, в какой-то момент вы все равно заметите и почувствуете, что, например, что-то вам не нравится. So you step out. Тогда вы просто делаете шаг в сторону и выходите из этого. You can deal with it. Но опять же, вы можете с этим справиться, что бы ни было. It's a question of feeling. Это вопрос ощущения, чувства. The deeper you're feeling, the more refined your capacity to feel, the more the feeling includes information. Чем глубже вы чувствуете, ощущаете себя, тем более утонченное ваше чувствование, и тем больше информации вы можете в этом получать и различать. Some people think feeling is just like this sensation. Некоторые люди думают, что чувство, ощущения это просто некоторые вот какие-то физические ощущения. Okay, there's sensation, sure, Хорошо, да, за этим действительно могут быть и реальные ощущения. but there's enormous amounts of information. Но в так называемом чувствовании на самом деле содержится огромное количество информации.
that feeling includes lots of information. Это чувствование, оно включает в себя также множество информации. And the more you cultivate that feeling by trying it, experimenting, expanding your capacity, the more that information will flow to you and you will know it. И чем больше вы будете развивать и культивировать это чувствование, пытаясь и пробуя, развивая, экспериментируя, тем больше вы сможете различать эту информацию, тем больше будет к вам приходить. It's something you cultivate, it's something you nourish, it's something you work at. Это нечто, что вы культивируете, развиваете, взращиваете в себе, над чем вы работаете. And you will know when you are in connection with something that's something you don't want. It doesn't even have to be evil. It's just something you don't want to be associated with. И вы сами сможете прекрасно понять и почувствовать, когда вы в контакте с чем-то, с чем вы не хотите быть в контакте. Это совсем не обязательно должно быть там что-то зло какое-то. Главное здесь, что это именно, если это то, с чем вы лично не хотите быть в контакте. I personally never use the word evil. Лично я, например, вообще никогда не использую понятие зло. I speak in terms of, I don't like that, I won't have anything to do with that, that doesn't resonate with me, I don't like what it does to animals, or I don't like what it's doing to the earth, or whatever. Я распознаю это в категориях того, что это мне не нравится, я не хочу иметь с этого контакта, не хочу иметь с этим ничего общего. Или мне не нравится то, что это делает с животными, или мне не нравится то, что это делает с землей. Because if you start with evil, almost everything on this earth today has evil in it. Потому что если вы пытаетесь опереться на зло, вы обнаружите, что почти все, что происходит сейчас на Земле, имеет элементы зла в себе. On our Harry Media video gallery, there's a Does Evil Exist video. You should check it out. У нас на сайте harrymedia.net видеогалерея есть такой видеоролик, называется «Существует ли зло?». Посмотрите, интересно очень. Okay, all right. Хорошо, пожалуйста. Когда обращаешься к высшим существам, я иногда не чувствую связи. Это моя блокировка, то есть я не увидела какие-то знаки, то есть была не соединена с собой в этот момент, либо они могут игнорировать. When I sometimes approach to higher beings, I don't feel connection. Does it mean that this blockage which I created myself, I stop it, or is it possible that they can ignore me? No. They're not ignoring you. Нет, они вас не игнорируют никогда. You know, you gotta have confidence. Тут все дело в том, что вам нужно иметь больше веры в себя, уверенности в себе. Without confidence, how do you have a communication with anybody? Потому что без уверенности в себе, без веры в себя, как вы вообще можете с кем-то общаться? You need to have that confidence. There's no reason not to have it. Очень нужно, очень важно иметь эту уверенность, и нет никаких причин, чтобы ее не иметь. Somehow you have this lack of confidence thing. Каким-то образом у вас отлично есть вот это вот And I think many people share it. недостаток уверенности в себе, и я вижу, что это что для многих людей свойственно присутствующих здесь. But part of this integrity, this establishment of our integrity, Решение здесь в том, чтобы восстановить, утвердить собственную цельность. it includes this development of confidence. Это включает в себя развитие этой уверенности в себе. You have to work on confidence. Вам нужно как раз работать над этой уверенностью. And how do you get confidence? И как обрести уверенность? You try. Вы просто пробуете, пытаетесь. And when you say to yourself, I cannot, Когда вы говорите себе «я не могу», you say, no, that's not so. вы ловите себя на этом и говорите «нет, это неправда». But it's not just something you say, you know, yeah, I really can, when you really don't think you can. You know, you really believe you can't, but you say, I can. Здесь дело все не в том, что вы просто себе что-то говорите. И когда вы на самом деле чувствуете, что вы не можете что-то, а вы себе говорите, нет, я могу. It's not a theory, Это не теория какая-то, it's a feeling. это некое чувство, ощущение. Like
To do this kind of a connection, you have to have the integrity of self. Чтобы устанавливать такого рода связи, общения, необходимо в первую очередь иметь цельность из самих себя, Confidence is within them. сознавать свое достоинство и уверенность, она содержится в этом. Good luck. Так что удачи вам. Okay, it's getting quite late, so we're going to play music now. Сейчас уже время довольно много, поэтому сейчас мы собираемся поиграть музыку. And I'd like to thank you very much for being such a good audience in such a very unusual subject of discussion. Я хочу поблагодарить вас всех очень сильно за то, что вы были такими очень хорошими слушателями при такой очень необычной теме обсуждения.